Всем привет! С вами Максим АМК Сервис. Сегодня мы будем ремонтировать рейку на машине Volkswagen Polo Sedan. Машина уже у нас поднята. Для начала сделаем диагностику стука рейки. Проблема машины в том, что разбивает втулку с правой стороны рейки. Как это нам проверить? Выкручиваем руль до конца влево, беремся за рулевую тягу, шатаем вверх-вниз. Ощущаем здесь стук. В принципе, его даже можно попробовать визуально увидеть, пыльник шатается. Посмотреть его можно будет только когда полностью снять. Для того, чтобы снять рейку, нам нужно, соответственно, снять колеса, снять наконечники, снять глушитель, открутить здесь, открутить от катализатора, снять полностью глушитель. Дальше рейку лучше открутить сразу. Вот они, болты рейки. 3 штуки, мы их откручиваем, чтобы рейка уже у нас к подрамнику не крепилась. Далее надо будет открутить подрамник. Подрамник, вот здесь болт, здесь болт. Вон они через отверстия. Вот. Дальше откручиваем задние болты. Кронштейны откручиваем. И подрамник опускаем. Снимаем подрамник, опускаем с помощью либо гидростойки, либо, если у вас есть какие-то помощники, с помощью помощников, если вы это делаете на яме или еще где-то. Можно балку, в принципе, не закреплять. Ее можно просто опустить, она будет висеть на шаровых. Мы оставляем ее на стойке, потому что, так все равно будет лучше для подвески, для всех остальных деталей. Дальше покажем уже все разобранное. Прежде чем откручивать рейку, нужно заблокировать руль. Для этого мы достаем ключ и поворачиваем в какую-либо сторону до того момента, как руль заблокируется. Вот. Далее мы берем сплайн М10, откручиваем болт на рулевом кардане. Я уже сорвал, поэтому показываю уже окончательную стадию. И далее просто поднимаем рулевой кардан вверх. Если с машиной все нормально, то рулевой кардан просто поднимется и легко снимется. Вот. Я его поднял, снял. Он имеет плавающее соединение. То есть это для регулировки рулевой колонки. Вот. Все. Болт откручен. Теперь можно смело снимать рейку. Теперь покажем снизу, как это все выглядит. Все, подрамник откручен, рейка откручена. Далее мы припускаем подрамник. И рейку можно спокойно достать. Отсюда. Все. Дальше работы ведутся вне машины. Смотрим. Здесь уже стоит пластиковый хомут, значит в рейку уже кто-то лазил. Либо меняли рулевую тягу, потому что заводской хомут выглядит вот так вот, железный. Вот. Либо, может быть, сам пыльник был порван, то есть в речку лазили. А сейчас дальше ее закрепим в тесочках и покажем, какие работы с ней дальше производятся по замене втулок, чтобы все это было видно. Вот. А так она у нас выглядит в снятом виде. А вот так у нас выглядит пространство там, где она стояла. То есть, она была закручена здесь, здесь и здесь. На 3 болтиках. То есть на двух. Извиняюсь, на 2. А так у нас получается все прикручено. То есть, у нас шаровые висят. Можно оставить и без подпора, но тогда будет нагрузка больше на шаровые и на все остальные узлы подвески. А так, вот в таком виде это все остается на машине. То есть, вполне реально делается все одному человеку без проблем. Ну, вот рейка у нас лежит. Пыльник я уже снял. Пыльник сидит довольно хорошо. Здесь прям на окислах. Вот, дальше, что мы делаем? Пыльник сняли, пыльники рулевых тяг тоже сняли. С этой стороны тоже сняли. Мы рейку в самое правое положение переводим. Дальше откручиваем рулевую тягу с этой стороны. То есть я уже сорвал ее, мы ее откручиваем, потому что рейку будем доставать. Делаем метку на данной гайке и сделаем сейчас метку на этой гайке, чтобы потом поставить вал в то же самое положение, чтобы у нас потом не пришлось переставлять либо регулировать наконечники. Далее я откручиваю гайку
Откручиваю эту гайку. Для этого у меня здесь ключ на 19, как бы для вот этой гаечки. Вот. Для большой гайки на 36 головка. Вот. Далее мы достаем вал и разбираем рейку дальше. После того, как мы достали вал, мы можем вытащить всю скалку. Или палку, кто как называет. Вот. Все. Корпус у нас остается ждать, пока мы обработаем вал. На валу в данном месте нужно сделать заход. Так как здесь идет 90 градусов, нам нужно снять фасочку. Сначала ее снимем болгаркой, далее зашлифуем. Здесь на самом валу мы видим, ну, видно немножко плохо на видео, это раковины на самом валу и потертости. Вот. Данные вещи надо будет зашлифовывать. Потому что если их не зашлифовать, то новую второпластовую втулку данные раковины очень быстро сожрут. Это я сейчас зашлифую. Ну и вот здесь то, что я говорил, буду снимать фаску. Ну, теперь мы из корпуса извлекли шайбу запорную, извлекли втулку. Сейчас будем ставить новую втулку. Для этого у нас есть специальная оправа, на которой есть заход, чтобы у нас вот эти защелки, чтобы их не срезало при установке в рейку. Вот. Теперь поставим новую втулку. Смазываем ее немножко смазкой. Вставляем оправку. Вот так. Теперь саму оправку вставляем в нашу рейку. И далее я задавливаю поршнем нашу втулку в корпус. Вот так выглядит наша втулочка. Вот она стоит. Уже из рейки нанесли на нее родную смазочку. Вот. А палку саму, вот здесь вот с краешку. Вот здесь с краешку палку мы подточили вот здесь вот получается, вот она фасочка сделали, чтобы легче был заход. Сейчас сможем, вставим и покажу, как ее. Для начальной запрессовки вала во втулку мы используем вот такое заготовленное приспособление. Болт ступичный, тоже ваговский. Вот. Гаечки законтренные. Болт закручивается где-то на 2-3 витка в резьбу для рулевой тяги, вал. И далее мы его уже допрессовываем потихонечку во втулку. То есть это нужно для того, чтобы у нас, если мы будем сразу же тянуть вал наружу, может случиться такое, что у нас срежет лепестки, которые... Вот здесь втулки вот этой второпластовой. Да, которые упираются у нас в паз во втулку. А так сейчас мы, получается, давим на втулку, и вал заходит у нас во втулку. То есть гаечка у нас уперлась во втулку, а вал у нас тянется через резьбу. То есть втулка у нас остается на месте и не шевелится. Все, дошли до конца резьбы. То есть это максимально, на что мы можем таким способом вернуть. Посмотрим, что получилось. Втулка у нас дошла почти до самого... вал дошел до самого конца втулки. Далее мы приспособление изменяем вот на такое. Ставим большую шайбу, гайку переставляем на самое начало. Вкручиваем болт в наш вал. Теперь у нас получается упирается в корпус рейки, и будем вал выдавливать до конца. То есть резьбой мы сейчас тянем вал через втулку наружу. Учитывая то, что вал, когда дошел почти до конца, он сам по себе уже застопорил втулку, разжал ее. Получается, что нет никакой опасности, то, что втулку уже выдернет вот сюда.
То есть она уже, когда вал дошел до краев втулки, он ее автоматически зажал, запрессовал в ту канавку, которая там есть. И нет никакой опасности, вот так теперь спокойно можно тянуть. А сразу так тянуть опасно, потому что втулка может вылететь сюда вместе с валом. Теперь это вот так вот выглядит. Вот теперь вал вышел из втулки. Вот такой вот у нас теперь вид. Теперь со старого пятака подпора мы снимаем резиночку и одеваем его на новый. Все, готово. Далее смазываем его и рабочую поверхность, и установочную поверхность, как бы. В данный момент я использую смазку для подшипников. Она полностью подходит нам по всем характеристикам для данного узла. Далее я также смазываю отверстие, которое буду ставить. И втыкаю пятак. Небольшое усилие нужно приложить, чтобы резиночка вошла на свое место. Так, теперь закручиваем гайку. Пока просто наживляю ее. То есть ее затягивать в данный момент не нужно. Мы ее просто наживляем. Все, и оставляем пока так. Теперь мы берем наш вал, вставляем его. Сейчас пока ветки совмещать не обязательно, мы сейчас его просто наживляем, для того, чтобы у нас зафиксировался подшипник верхний. Это нам нужно для того, чтобы вручную вал продавить очень тяжело в данный момент, пока еще втулка у нас не встала на место. Поэтому мы наживляем нашу гайку и далее берем и просто крутим вал и заводим нашу рейку до конца. Все, вот теперь нам надо достать вал и совместить нашу метку, которую мы до этого маркером сделали на корпусе и, соответственно, на валу. Вот наша метка на корпусе. И на валу. И на валу. Сейчас вот они она. не совпадают, поэтому я сейчас отключу гайку, совмещу метки и будем дальше собирать рейку. Вот, мы теперь вставляем вал, попадаем до конца и смотрим. Все, наша меточка, вот она здесь на корпусе и на валу. Они совпали. И все, теперь можно затягивать нашу гайку. Вот здесь, чтобы вращать, когда мы затягиваем рейку, вот здесь удобно использовать 13-й ключик. Тут паз как раз совпадает. И спокойненько, чтобы не повредить шлицы, 13-м ключиком можно было затягивать, как мы вот ее задавили вот сюда. После того, как мы дотянули вот эту гаечку, она у нас совпала по меточке, точно так же, как и вот мы сделали метку и там, и там, и там. Вот теперь проверяем. Вот у нас все ходит. Вот, кстати, ключик на 13. Да. Вот, все у нас ходит. Далее гайку мы поставили по той же самой метке, как была. И пробуем сейчас немножко еще подтянуть, потому что втулка-то у нас новая. То есть визуально, не визуально получается, мы подтягиваем и пробуем, насколько тяжело ходит наш вал. Как только вал начнет ощутимо тяжелее крутиться, мы прекращаем. Еще раз ставим до конца в упор и еще раз смотрим метку. Метка совпадает, значит дальше можно продолжать собирать. Далее мы сделаем смазку вала. То есть эта часть, которая у нас вышла, мы ее сейчас намажем смазкой и задавим обратно. Вот. И поставим нашу запорную втулку, когда вал заведем глубже в рейку, чтобы у нас ничего не мешало, мы запрессуем туда шайбу.
вот эту гайку и эту гайку. При разборке вы, когда будете разбирать, увидите, что они либо были законтрены, либо сидели на резьбовом герметике, у кого как. Но мы посадили на синий герметик, на резьбовой, то есть легкой фиксации. На всякий случай, чтобы от вибрации все это не раскрутилось. Теперь производим смазку вала и убираем его в рейку, тем самым смазывая втулку и вал. И прессуем уже запорную шайбу нашу. Ну все, реечку мы поставили на место. Болты я докручиваю, но не затягиваю, потому что затягивать, пока балка висит на весу, это все, она шатается, поэтому нормально затянуть не получится. Поэтому я их только наживляю. И теперь мы потихонечку будем поднимать балку вверх. И дальше уже попадать болты, крепления остальные. Остальная сборка проводится в обратной последовательности. Сначала подкручиваем все снизу, потом опускаем машину, закрепляем вал в салоне и уже тогда протягиваем все, реечку до конца, все дела. Вот. После данной операции необходимо сделать сход-развал. Руль будет немного тугой в течение, у кого как получается, от износа рейки зависит, от 500 до 1000 километров. Обычно усилия на руле приходят в норму. А так, все, рейка готова, машина уехала. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Чтобы не пропустить новое видео, ставьте колокольчик. Пока!